Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду, пиши. Садитесь. Что вы смотрите? Подходите, не подходите? Добрый день. Что-то вы как-то робко. Да, это самое. Это Соляной переулок, да? Да. Ага, как-то вы... Вау. Вау. Какой симпатичный мужчина. Где? Да. Вы прямо... Давайте сначала по адресу. Соляной, да, вы сказали, да. То есть что-то растерялся даже там. Ну, спасибо за комплимент. Я сегодня... Что я сегодня? Я сегодня встал. Это моя самая приятная поездка будет. Серьезно? Ну, будем надеяться. Как вам погода нынешняя стоит? Жарко очень. Жарко очень? Можно я расстегнусь? Вы не против? Расстегнитесь, нет. И даже сниму? Ну, давайте. Люблю, когда пассажиры в хорошем настроении ко мне садятся. Да. При виде вас какое оно еще может быть? Ну, вы мне сейчас, мне кажется, вы меня сейчас разбалуете комплиментами, просто я буду отвлекаться немного от дороги. А я знаю себя, вот честно могу сказать. Я могу кому-нибудь въехать взад, могу въехать кому-нибудь. Я буду максимально сдержанной, я вам обещаю. Блин, вы прекрасно выглядите, я вам могу сказать. Вы лучезарные, с хорошим настроением. Что, я вам могу сказать, у женщин, садящихся в этот автомобиль, бывает крайне редко. Вот честно, я не знаю почему. Я вам не верю. Вот вам придется мне поверить. Почему-то ко мне очень часто садятся женщины с очень плохим настроением. Может быть, какие-то у них дни особенные. Может быть, у них какая-то вот несостыковка с мужчинами. И вообще любая может быть причина. И когда женщины садятся с хорошим настроением, то я, конечно, очень сильно радуюсь. При виде вас она только поднимается. Так, вот вы сейчас прямо... меня уж точно разбалансируете, а мне еще нужно быть в форме сегодня. Кстати, по поводу формы, вы 5 раз в день в зал ходите? Вы сейчас делаете, знаете, ну, такие вещи, которые... Классно выглядите. Правда? Это вы меня еще в полный рост не видели. Ну, это шутка. На самом деле, я лучше тоже выглядеть, наверное, вряд ли буду, но в целом, спасибо большое. Знаете, как я отвечаю на это, когда мне делают комплименты, что я неплохо выгляжу, я говорю всегда, я просто не каждый день пью. Обожаю мужчин с юмором. Да? Прекрасно. Так, ладно. Соберись, Женек. Женек — это я, кстати, очень приятно, Евгений. Дарья. Очень приятно, очень Дарья. Приятно. Очень приятно. Евгений, какая у вас комфортабельная машина. Нравится? Угу. Мне тоже нравится. Что вам нравится? Что я не смог? И от вашего парфюма может закружиться голова. Я теперь понимаю, почему у женщин поднимается настроение от вас. Да? Я уже ответила на вопрос. Дарья, вы меня вгоняете в краску. На самом деле, если бы я не был сейчас на интервальном голодании, то я бы покраснел. То есть кровь бы интенсивнее приливала к лицу, но так как я мало кушаю, поэтому я слегка зелененький, поэтому не сразу видно, что я краснею. Но в душе я краснею от ваших таких приятных слов, Дарья. У вас такое хорошее настроение. Скажите, почему? Откройте секрет. В чем ваш секрет? Увидела вас, оно было мрачным. Не лукавьте, правда ли? Правда. Серьезно? Неужели вам не попадаются таксисты в полном расцвете сил? Не попадаются. С жизненной энергией, с комфортабельными автомобилями. Не попадаются? Я так счастлива, что попался. Да? Наконец-то таксист. Наконец-то попался таксист. Дарья, чувствую, прямо сегодня вы зарядите. А вы женат? Вы женат? Я, Дарья, здесь вынужден сказать правду и ничего, кроме правды. Я женат. Почему я говорю это грустно? Я женат, Дарья! Женат, конечно же! Женат! Предвосхищая следующий вопрос, да, у меня есть дети. Почему опять грустно? Да, Дарья, я женат, и у меня есть дети! Ну ничего. Я вполне себе, красив, здоров и счастлив.
У меня не хватает немного Вы, всего наверное, лишь. школу актерского мастерства заканчивали. Нет, Нет? меня не взяли в эту школу с формулировкой «за отсутствием таланта». Я чую бледнолицых запах. Да, это очень любопытно. Да? Мы вам позвоним. Да? А я как раз и хотела поинтересоваться у Так. вас, Чем? что вы слишком артистичны. Это не артистизм, знаете, что это? Это энергетика, да? То есть я такой, Класс. я знаю про себя многое, не все, конечно же, а оно многое. И я знаю, что из меня вот иногда прет, особенно если у меня есть какой-то оппонент, партнер, красивый, симпатичный, с большой харизмой, вот. И сегодня это вы, поэтому из меня прет еще больше. Класс. Да. Дарья. Я такие же ощущения испытывать начала, как только вас увидела. Дарья, ну что-то вы как-то, не знаю, вы как-то уж очень, по-моему, увлеклись водителем сегодня. Вам нужно немножко как-то прийти тоже в форму, потому что вы же не знаете, я на самом деле, внешность же обманчива, я же могу оказаться, кем угодно. А вдруг я вас сейчас отвезу куда-нибудь в лес, и знаете, как в той шутке, да? Господи, я уже шутку забыл даже. Пришел добрый молодец к Василисе Прекрасной и поступил как злой, понимаете? Вот такая история может быть. Может же быть, правильно, теоретически? Могу оказаться плохишом. Ну, я так не думаю. Не думаете? Ну хорошо, ладно. А чем вы занимаетесь? Зачем я это спрашиваю? Поддержу разговор. А чем вы занимаетесь в свободное от занятого временем? С собой. С собой. У вас это удается, на самом деле, я смотрю. Ну вот. Да, то есть сразу видно, что вы собой занимаетесь. Да. Жалко только, что наша поездка весьма скоротечна. Согласна. Согласны тоже, да? Блин, как же так, а? Всегда же, если поездка была бы длинная, нашлось бы время и на долгий задушевный разговор, и на большую чашку кофе, которую бы я разрешил пить, а я это редко разрешаю, которую я разрешил бы пить прямо в этом автомобиле, несмотря ни на что, несмотря на все риски, разлить этот кофе. То есть я становлюсь, знаете, вот при виде красивых женщин я становлюсь мягкотелым. Я не буду вытирать свои слезы. Мне не стыдно плакать. Ну что еще? Опять посмотрел на закат и вспомнил про дельфинов. Не люблю себя за это. Такой я вот в себе воспитываю постоянно брутальность, где-то жесткость, твердость. Садится красивая женщина, делает пару комплиментов, и я стек просто, как медуза по стенке. Как, так это же неправильно. Как? Обожаю открытость и честность. Да? Мужики с лентяи же вам вряд ли нравятся. То есть нужно же быть все-таки таким, хотя бы полумачо. Нет? Конечно. Хорошо. А я, знаете, задам вам встречный вопрос. Мы про меня выяснили, что я женат. А у вас-то есть какой-нибудь полуфиналист или финалист? Полуфиналист. Или финалист уже? Есть поклонники, конечно. Есть, да? И большая очередь? Да. Что ж тогда. Это хорошо. Я просто не люблю в очередях стоять, поэтому... Если я останавливаю свой выбор, то я никогда не посмотрю по сторонам. Да? Дарья. Ничего. Как говорят буддисты, я камень, я дерево и все такое. Все в порядке. Такие серые дни Не начались серые, в да. Петербурге. Да. Так хочется их скрасить в приятной компании. Хотите составить мне компанию? Или создать ее даже, я бы сказала. Думаете, я могу быть атмосферным в этой части? Можете. И будете, да? Да. Дарья, вот скажу вам как есть.
вот убрать бы мне 20-15 лет. Да я шучу, конечно. Ой. Мне не года надо убрать. Мне надо... Да мне ничего убирать не надо. Что я несу-то опять? Господи. Дарья, фу, соберись. Вы очень привлекательны, я вам могу сказать. Вы прямо вот... Остановимся на этом. Но я, к сожалению, понимаете, обременен некоторым отсутствием возможности составить вам компанию. И, как я уже сказал, я, к счастью, я женат, и у меня есть дети, и это определенного рода ответственность. А я не такой. Я не такой. Не могу, понимаете, не могу. Я же понимаю, чем атмосферная компания атмосферная, чем к чему может привести, понимаете? А я в этом плане очень неустойчивый, очень быстро сдамся. Ну, то есть еще, возможно, у нас и атмосфера в компании не появится, а я уже буду на спине, так сказать, на лопатках, понимаете? На седьмом небе. Ну, нет. Так, спокойно. Не надо сейчас. Не надо сейчас рассказывать, что бы там могло быть. Я буду думать о другом. О другом. Почему о другом? О другом. Жаль, конечно, но с другой стороны, я тоже была замужем, я понимаю, о чем вы говорите. Да, понимаете? Это же вот как-то, да, короче, по этому поводу буду переживать потом очень сильно. А еще, понимаете же, знаете, что еще может случиться самое страшное? Что ладно бы я там, так скажем, проветрился бы, да, в соседнем вагоне, и потом бы вернулся в свой, и все в порядке. А я же могу полюбить этот вагон, понимаете? Он мне может понравиться больше, чем тот, в котором я ехал, да. И вот это будет вообще потеря потерь. А зачем эти риски? Страх неизвестности у вас. Скорее всего, это страх известности. Я знаю себя и знаю, чем может все закончиться. Знаете, как бывает, вот есть нелюбвеобильные, а есть любвеобильные. Так я вот не тот, я вот тот, который не тот. Вот так. Мы приехали, Дарья. Ой, как быстро прошла поездка. Жаль, что мы приехали. Да, вот ваш адрес. Благодарю вас. Да. Вот, смотрите, Да, это да. вам. О, спасибо большое. Спасибо. Одеваюсь. Сейчас будет холодно. Дай бог вам здоровья, Благодарю. счастья и $2 миллиона. Всего вам хорошего. А то и больше. Всего а то и доброго. больше. До свидания вам, Дарья. Спасибо вам большое за компанию. До свидания. До свидания. У меня свело, чтобы вы понимали, все, что в принципе сводить не может из принципе. Блин, у меня аж глаза... Я не знаю, как это будет в 50, в 60, у меня лет в 70. Что будет поднимать мой тестостерон? Какие-то супер таблетки, может быть, таблетки, как я уже сказал. Но вот сейчас достаточно просто женщине вот делать какие-то вещи, да, вот такие, и все. И я как в говно, как тряпка. Хотя я знаю, что так нельзя. А я все равно буду в говно, как тряпка, понимаешь? Вот буду как тряпка. Соберись, блядь. Так, заказываю. Следующая должна быть отвратительная старуха с клюкой, которая будет нудить, что в машине холодно, то жарко, блядь, то еще что-нибудь. Пускай меня отвлечет. Тогда у меня перестанет сводить. А вот скажите, вот вы напишите, как вы, вот что у вас происходит? Я вот всегда так реагирую когда на меня так реагируют. Вот постоянно. Напишите, мне интересно просто. Вы так как реагируете? Вам таблетки все-таки нужны? Или вам нужна женщина, которая хочет понравиться? Пишите. Прости, друг, что не пропустил. Так, заказ. Ну чё, дожди, коэффициенты, бабки, давайте, сыпьтесь. Сыпьтесь дожди, сыпьтесь бабки. Кстати, бабки. Кстати, о бабках.
Так, не понял. Нихуя себе, сказал я себе! Ты смотри, чё, а? Поездка была 380 рублей. 380 с копейками. И вот эта девушка прекрасная, рассказывающая мне про меня, какой я охрененный, и достав свою харизму на всеобщее обозрение, положила в бардачок мне из 380 всего 200 рублей. 200, мать его, рублей. В такой момент я всегда представляю себя героем мультфильма «Том и Джерри», а именно Томом в одной из серий, когда он с узелком, его мышь выпроваживает из дома, он проходит там 10 метров, поворачивается на камеру, и у него вместо головы кота голова осла. Вот у меня сейчас под кепкой голова, блядь, ёбаного осла. Так скажем, выебанного осла на 180 рублей. Ба-бам! Вот так вот женщины, пользующиеся. Может, она, конечно... Нет, ну, подождите, сейчас я еще остановлюсь, конечно, посмотрю. Может быть, там чего-то упало куда-то, или, может быть, она чего-то неправильно посмотрела, или чего-то, может, у нее какие-то ошибки. Но пока это все как-то странненько. Да, вот, блядь, ну так же оно и правильно и есть. Хули нас отвлекать, любвеобильных. Мы и сами отвлечемся, блядь. Не надо нас отвлекать, мы сами отвлечемся. Ну, а если еще нам сделать губки бантиком и бровки домиком, так все, пиздец, можешь делать все, что хочешь. Можешь делать все, что хочешь. Что делать-то? А что делать? Как говорил Бурунов, муравью хуй приделать. А себе приделать в очередной раз мозги. Блять, может мне бром попить? Как в Армаде дают же, да, бром, чтобы не особо ты там это в сторону зайчих в лесу посматривал, блядь. Может мне тоже как-то своего ужа утихомирить, блядь, чтобы я просто вот тупо работал. А еще можно, как лошадкам шоры вот сюда так крепят, да, чтобы ты, блядь, не отвлекался нихуя. Вот мне, может, такую же нужную историю. 180 рублей. Нет, ну, я могу так сказать. А тестостерона во мне выработалось, пока я с ней ехал, на гораздо большую сумму. Поэтому хер ты с ним. Прощу я ей все. Возможно, она еще и сама ошиблась. Может, сейчас позвонит и скажет: Женек, бля, приезжай, я специально тебе не доплатила, хочу дать тебе... Точка. Вот так вот. И Женек, волосы назад, язык вокруг шеи, понесется, конечно же, за тем, чтобы взять 180 рублей, а не то, что вы подумали. Вот так. Вот так.